Небо после ночной грозы еще продолжает хмуриться, но дождя уже нет. На противоположном берегу к утру осталась всего одна компания, не побоявшаяся небольших ночных катаклизмов. Потихоньку, собрав вещи, мы выдвинулись в путь. Теплый влажный воздух висел над рекой, дышалось тяжело, и грести не было никакого желания. Изредка с берега показывались маленькие деревушки, коих в этой части Сылвы раскидано множество. Все чаще равнинные берега начали чередоваться с рыжими глинистыми обрывами, которые порой простирались на несколько сотен метров. Большое количество деревень не могло не сказаться и на реке. Всюду стали встречаться рыбаки, приезжающие на машинах или на лодках. Заглянув в карту, мы узнали, что вскоре будем проплывать деревню Красный Яр. Обычно такие названия не даются просто так, и мы, приближаясь к деревне, ожидали увидеть высокий глинистый обрыв. Чуть ниже деревни Морозково, на правом берегу, действительно показался первый такой обрыв или яр. Как раз подошло время отдыха, и мы высадились на противоположном пологом берегу, чтобы заодно полюбоваться этим творением природы. Игорь категорически отказался идти исследовать его, поскольку его находки уже имели значительный вес, который одному человеку переносить было достаточно трудно. Но выйти на тот берег все же пришлось, потому что в поле нашего зрения попал родник, бьющий из него. Судя по окраске камней, его вода богата содержанием железа. Здесь мы впервые за путешествие встретили утку Гоголя. Несколько особей были довольно осторожны и не давали приблизиться к себе. Вскоре за поворотом в лесу на высоком правом берегу показался дом отдыха Красный Яр. Это поселок при доме отдыха. Сама деревня Красный Яр расположена на левом берегу. Здесь опять был высокий рыжий обрыв, так что название деревни полностью оправдывало себя. Чуть ниже по течению, видимо от дома отдыха, на берегу расположился небольшой импровизированный пляж с лежаками, на которых отдыхало несколько пенсионеров. Деревень тут много, но все они маленькие, и проплывали мы их довольно быстро. А через несколько километров от Красного Яра находится Черный Яр, поэтому мы нисколько не удивились, когда показался высокий темный берег. На самом деле Игорь даже знал про эти обрывы, поскольку между деревнями Мазуевка и Черный Яр находится одно из местонахождений древней флоры пермского периода. Вскоре после Мазуевки мы остановились на отдых. От нее уже начинает показываться, если так можно выразиться, Черноярский разрез. Вдоль него внизу, на береговой линии, проходит автомобильная дорога. В деревне на реке попался хороший, но короткий перекат. В Черном Яре мы вышли прогуляться, заодно решили поискать магазин и снова купить мороженого. К счастью, он тут был, так что мы и отдохнули подольше, и перекусили, и только после этого отправились дальше. После нескольких изгибов реки, когда солнце уже начало постепенно опускаться ближе к горизонту, а мы поглядывали на берега в поисках стоянок, нам вновь повстречалась утка Гоголь,
В этот раз мы старались не делать резких движений, доставая камеры, и грести максимально аккуратно и без всплесков. После нескольких попыток удалось приблизиться настолько, чтобы объектив камеры при максимальном увеличении снял этих птиц. Очень они оказались осторожными. Время приближалось к 7 вечера, а мы все еще в поиске стоянки. То много людей, а нам их хватило вчера, то берега густо заросли кустарником. Только в 8 часу вечера за деревней Гусельниково на повороте реки попалась очень удачная и хорошая стоянка. Разбив лагерь, первым делом мы кинулись не за еду, а купаться. День был жарким, веслами поработали на славу, надо и расслабиться немного. А вода с Илвы такая приятная. Вечером, когда уже были сделаны все дела и съеден ужин, небо на севере начало затягивать тучами, сверкали молнии, и вся эта красота двигалась на нас. Знать, ночью будет гроза, и ближе к полуночи она дошла и до нас. Утро было солнечным и теплым. Сначала в небе клубились облака, но ближе к нашему выходу ветер развеял и их, так что небо стало ясным, но солнце принялось нещадно нас обжигать. Потихоньку мы приближались к селу Спаса-Борда. Оно находится в нескольких километрах от нашей сегодняшней стоянки. На противоположной от него стороне реки находится база запаса, еще известная как кладбище паровозов. Примерно такие же паровозы, только ухоженные, часто можно встретить в качестве памятников на многих станциях российской железной дороги. Спаса-Борда – село старинное. Первое поселение появилось здесь в 1679 году. От Спаса-Борды обычно начинают сплав пермские туристы. Мы попали сюда в субботу, поэтому наткнулись на огромное количество сплавщиков. Основной достопримечательностью села является старинная Спасская церковь, построенная в 1859 году. Через село проходит железнодорожная ветка, соединяющая Пермь и Екатеринбург. Когда мы поедем домой, то проезжать будем по мосту, под которым только что проплыли. Чуть ниже моста в Сылву впадает один из крупнейших ее притоков – река Борда. На правом берегу, ниже устья Борды, находится деревня, в которой мы хотели поискать магазин, чтобы снова купить мороженое. Но магазина в ней не было. Зато на берегу нам встретились несколько бабочек-махаонов. Они занесены в красные книги некоторых стран, а также нескольких регионов России. Да, я столько еще не видел людей вместе на сплаве. С каждым часом количество туристов на реке росло, и в некоторые моменты их передвижение напоминало флотилию, объединенную общей идеей или целью. Иногда даже становилось некомфортно от того, что на тебя смотрят десятки людей. Были пьяные компании, которые вели себя, мягко говоря, некультурно. Было много детей, судя по всему, из спортивных секций, но большинство составляли обычные туристы. В деревне Сухой Лог мы предприняли еще одну попытку купить мороженое. Здесь даже есть магазин, но практически перед самым нашим появлением он закрылся на обед, ни много ни мало на целых 2 часа.
Чтобы не уходить с пустыми руками, мы попросили у местных жителей набрать питьевой воды. В этих местах берега Сылвы начинают постепенно становиться все выше. Изредка начинают появляться и скалы. Ниже сухого лога, за поворотом реки, на правом берегу возвышается одна из таких скал – камень Лабач. На нем было найдено городище, от которого сохранились оборонительный вал и ров. Перед селом Посад, высоко над рекой, мы заметили блестящую фигуру и подумали, что это какой-то метеоприбор. Но уже дома узнали, что в 2019 году здесь проводился арт-фестиваль «Дыхание ветра», и это один из его экспонатов под названием «Краснокрылый дракон». Ближе к самому Посаду количество отдыхающего народа увеличилось в разы. Помимо водников стали часто встречаться и любители пляжного отдыха. После Посада, проплывая село Усть-Кишерть, административный центр Кишертского района, мы пребывали в легком шоке от толп купающихся. Ты. Вот эти ребята на дереве спросили нас, откуда мы плывем. Диалог был примерно таким. «Откуда плывете?» «От Шамар». «Откуда?» «Шамары». «А, из Самары?» После этого я, почти смеясь, поворачиваюсь к Игорю с Викой и тихо начинаю напевать. Только вместо Самары – Шамары. Ближе к вечеру количество сплавщиков стало просто огромным, и многие из них, так же как и мы, пристально смотрели в сторону берегов, пытаясь найти стоянку. Мы налегли на весла, чтобы хотя бы кого-то опередить в этом деле. Найдя более-менее подходящий спуск к реке, вышли для разведки. Место, конечно, не идеальное, но, учитывая толпы желающих высадиться прямо к нам, решили, что продолжать поиски нет смысла, и разбили лагерь здесь. Пулемет от шеф-повара. С наступлением темноты легли спать, в отличие от соседей на другом берегу. Они веселились часов до 3. Утреннее солнце сильно разогрело воздух в наших палатках и выгнало нас на улицу с утра пораньше. Но это и к лучшему, поскольку сегодня еще предстоит пройти 20 с лишним километров. Так что мы позавтракали, собрались и в начале 9 утра отправились в путь. Берега Сылвы постепенно оживали, и в воде одни за другими стали появляться лодки и катамараны с туристами и рыбаками. Коршун. Увидев очередной родник, мы остановились, чтобы в последний раз набрать питьевой воды. Готовить на реке мы уже не будем. Отсюда по берегу Сылвы идет железная дорога вплоть до Кунгура. За 8 километров до финиша мы подошли к довольно популярной скале камню Ермак. Естественно, мы поднялись на него, чтобы посмотреть окружающие пейзажи. У этой скалы есть 3 вершины разной высоты, и каждая из них получила название. Это Ермак, Ермачиха и Ермачонок. Согласно легенде о происхождении такого названия, Ермак, когда шел в Сибирь через Урал, перепутал Сылву с Чусовой и, поднявшись сюда, остановился здесь зимовать, но подтверждений этой легенде никаких нет.
На скале есть оборудованная смотровая площадка, на которой поднявшиеся фотографируются на фоне реки. Здесь любят тренироваться и проводить соревнования альпинисты. По противоположному берегу, как я уже сказал, проходит железная дорога. По ней ездят и пассажирские поезда, из окон которых люди, проезжая этот участок, любуются шикарными видами из окна. Вот и я так однажды из поезда, когда ехал по этим местам, увидел сплавщиков на катамаранах, и во мне загорелось сильное желание самому попробовать, что такое сплавы. И вот я здесь, на Сылве, и смотрю уже с нее на проходящие мимо поезда. Ниже Ермака есть еще несколько скал, но часто они скрыты лесом и выглядят не так грандиозно. Наш сплав начал подходить к концу. Вскоре из-за поворота начал показываться город Кунгур, и, не доплывая до Филипповского моста, мы высадились на берегу в деревне Беркутово, это пригород Кунгура, и начали разбирать катамаран. От точки старта в селе Шамары до финиша мы прошли примерно 255 километров. Остановились мы в хостеле «Стрела», который нашли в интернете. Четырехместный номер обошелся в 2000 рублей. Здесь есть душ с горячей водой, на кухне холодильник и микроволновка. То есть все необходимое и по доступной цене. После заселения и водных процедур мы отправились гулять по городу. Какого-то конкретного плана или маршрута у нас не было, поскольку изначально останавливаться в Кунгуре не планировали. Просто передумали в последний момент, поэтому бродили, осматривали улицы с красивой архитектурой старинных зданий и различные достопримечательности. А поскольку хостел находится прямо за Тихвинской церковью и неподалеку от городской администрации, то многие достопримечательности были в шаговой доступности. На набережной Сылвы находится памятный знак «Клуб Земли». На площадке установлена гранитная полусфера, вокруг которой указан километраж до Перми и некоторых мировых столиц. Рядом установлен памятник первопроходцам Кунгурского края. В городе очень много красивых зданий 18-19 веков постройки. Некоторые из них имеют статус памятников архитектуры, а некоторые, оставшись бесхозными, приобрели удручающий вид и постепенно разрушаются. От пупа земли улица Карла Маркса приводит на площадь Победы и Соборную площадь. Те 34-ки уникальные, потому что их практически вручную все собирали. И у каждого есть какая-то изюминка. Через дорогу от Танка стоит красивое здание городской управы 1820-х годов постройки, а рядом с ним тоже старинное пожарное депо. За Соборной площадью виднеется бывший особняк купца Ковалева, в котором сейчас располагается управление финансов города Кунгура. Но, пожалуй, главной достопримечательностью, соседствующей с этими двумя площадями, является, несомненно, гостиный двор. Его здание строилось с 1865 по 1876 годы. В нем располагались торговые помещения, лавки и склады. Считается, что здание гостиного двора символизирует собой купеческий Кунгур прошлого. Сейчас он, к сожалению, заброшен. Рядом с ним приютился малый гостиный двор, в котором сейчас действует музей истории купечества. По соседству с ним краеведческий музей, но сегодня они уже закрыты. А завтра понедельник, в музеях выходной, поэтому побывать в них нам не довелось. Людвиг
Постепенно мы подошли к кирпичному зданию администрации города Кунгура, построенному в 1883 году. Архитектура здания, конечно, поразила, и, судя по всему, не только нас. Здесь, на улице Советской, было снято множество отечественных исторических фильмов. Игорю сразу вспомнился фильм «Перед рассветом», и он предложил попробовать воссоздать пару кадров из него. Тихвинская церковь, конечно, сильно поменялась с момента съемок, но узнать это место, думаю, можно. А еще в Кунгуре ежегодно проводится международный фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка». Нам посчастливилось оказаться в городе как раз во время его проведения. Чтобы посмотреть на полеты воздушных шаров, сюда на несколько дней стекается около 50 тысяч зрителей, и добрая половина из них приезжает из других регионов и даже стран. Зрелище это вызывает настоящий восторг, особенно у таких неподготовленных к нему людей, как мы. Вот их фотки, как раз смотри. Кресты, антенны и шар. На следующий день кульминация нашего путешествия – посещение Кунгурской ледяной пещеры. На ее территории расположился целый туристический комплекс. Здесь есть кафе, сувенирные лавки, музей спелеологии и даже научная лаборатория. Взяв в кассе билеты, мы немного прогулялись по окрестностям. С дороги видно Ермаковское городище на горе Ледяной, в недрах которой и находится пещера. Поэтому решили после посещения подняться и на него. И вот он, волнующий момент. Попали в грот бриллиантовый. Название он получил потому, что когда первые экскурсанты попадали в пещеру через естественный лаз, который можно увидеть справа от смотровой площадки, в свете факелов и свечей ледяные кристаллы, свисающие со стены сводов, искрились, мерцали, переливались, блестели, сверкали, казались драгоценными камнями. Поэтому и грот получил название бриллиантовый. Сейчас естественным лазом не пользуются, на его протяжении произошли обвалы, это опасно для жизни. Лед на полу грота искусственный, принесен сюда для аккумуляции холода. С этой же целью создана и рукотворная ледяная стена слева от смотровой площадки. И здесь же в гроте бриллиантовой мы с вами можем увидеть фигурку главного жителя пещеры, пещерного духа. Зовут его Проша. Старичок добрый, но очень справедливый. Если экскурсанты начинают нарушать правила поведения в пещере, Проша может рассердиться и наказать. Для начала оставить без света. Поэтому правила поведения в пещере мы с вами соблюдаем. И следующую остановку большую сделаем в гроте. Перед посещением пещеры рекомендуют одеться потеплее. Несмотря на летнюю жару, в гроте, в который попадаешь в первую очередь, температура держится ниже -3 градусов. В нем она в принципе никогда не бывает выше нуля. Обзорные экскурсии длятся примерно 1,5 часа. За это время посетители проходят около 1,5 километров и осматривают более 2 десятков гротов и различных достопримечательностей пещеры. В некоторые гроты принесен лед в качестве искусственного аккумулятора холода для поддержания низкой температуры воздуха. Все освещение в пещере выполнено светодиодными лампами, поскольку они очень слабо нагреваются во время работы, а соответственно их влияние на изменение температуры минимальное. Кстати, она изменяется во время экскурсий от более низкой к более высокой. Самые теплые гроты расположены ближе к окончанию маршрута, и там воздух, скажем так, прогревается до 5 градусов Цельсия. Первый раз в пещере? Да, первый раз в пещере, я говорю, как раз это Кунгурская. До
До недавнего времени изученная протяженность Кунгурской ледяной пещеры составляла 5700 метров. Но в 2021 году спелеологи открыли новые ходы. С 9 ноября 2021 года официальная длина пещеры стала составлять 8153 метра. Но для посещения туристами открыто всего около 2 километров, поскольку пещера представляет научный интерес, так что большая ее часть является заповедной, и туда имеют доступ только ученые, изучающие ее. Благодаря этим новым данным Кунгурская пещера стала 6-й по протяженности на Урале, а в европейской части России она крупнейшая карстовая пещера в гипсах. Всего в ней 48 гротов, 70 озер и 146 так называемых органных труб. Это такое естественное подобие вертикальных шахт, возникающих в результате обвалов. Под ними часто можно увидеть кучи глины и песка, осыпавшиеся с поверхности. На поверхности, над пещерой, такие трубы проявляются всем известными карстовыми воронками. Самая крупная органная труба в Кунгурской пещере находится в гроте Эфирном, и ее длина достигает 22 метров. Озера обладают необычайной прозрачностью, из-за чего их глубина кажется небольшой. Однако в некоторых из них она достигает 3 метров. Весной, во время паводков на Сылве, благодаря связи ее вод с водами пещерных озер, у последних подъем уровня достигает 1-2 метров. Минерализация озерной воды высокая, примерно такая же, как в столовой минеральной воде. Несмотря на ее низкие температуры, колеблющиеся в пределах от 1 до 6 градусов, в озерах был обнаружен эндемик рачок крангоникс, получивший видовое название в честь популяризатора Кунгурской пещеры Александра Тимофеевича Хлебникова. Еще в далеком 1914 году он арендовал у местных крестьян участок с пещерой, всячески рекламировал ее и водил в нее экскурсии. В пещере можно встретить каменную кладку и рукотворные столбы, подпирающие ее своды. Они появились несколько столетий назад и были обнаружены еще при первых исследованиях в 1703 году. Тогда же и был составлен первый план пещеры. Также здесь находили иконы, кресты, установленные на камнях, и даже печи для обжига гипса. Здесь есть и импровизированная резиденция Деда Мороза с каменным троном, на котором все фотографируются, и новогодней елкой, стоящей здесь годами и сохраняющей свежесть благодаря холодному воздуху. Один из них категорически отказался идти на пост. Но мы с вами отправляемся в грот Шушка. Особенно тень похожа. Полуторачасовая экскурсия постепенно подошла к концу, и экскурсовод провожает всю группу к выходу из пещеры. После преодоления последнего тоннеля все выходят на улицу и ощущают резкий контраст температур. Летний горячий воздух ощущается невыносимым душным после пещерной свежести. Из недр горы Ледяной мы отправились на ее поверхность, где расположено Ермаковское городище. Свое название, вероятно, оно получило все по той же легенде, согласно которой Ермак перепутал Сылву с Чусовой и остановился зимовать в этих краях. Однако поселения на этом месте появились еще в VII-VIII веках. Здесь хорошо сохранились оборонительные вал и ров. Вы как раз сейчас находитесь на территории городища. Это вот получается уже стена, вот там вот здесь вал, а там ров. Он полностью отсекал вот этот вот треугольник. Соответственно, городище находилось там. А там находилось то, от чего оборонялись местные жители. Игорь спустился в ров, чтобы показать масштабы оборонительных сооружений.
само городище. Вид с вала. Как раз вот этот треугольник, это все это территория городища. Естественно, за несколько веков стена стала значительно ниже. С противоположной стороны городище обрывается крутым берегом к реке. Считается, что оно было временным, поскольку жителей отпугнули постоянно появляющиеся здесь карстовые воронки. Те самые, которые образуются при формировании органных труб внутри пещеры. Поезд, на котором мы поедем домой, отправлялся затемно, так что у нас еще была целая половина дня, чтобы погулять по городу. Музеи сегодня также были закрыты, поэтому ничего другого нам не оставалось. Вещи и катамаран нам разрешили оставить в хостеле до самого вечера. Налегке гулять гораздо удобнее, поэтому мы занялись осмотром зданий с красивой лепниной, к сожалению, покрытой толстым слоем пыли. В какой-то момент небо затянуло и налетел мощный, но непродолжительный ливень. После дождя в первую очередь мы посетили Преображенский мост через реку Ирень. На огромной стрелке Ирени и Сылвы расположился целый город Кунгур, в котором мы имеем честь быть. В целом, этот город оставил у нас самые приятные впечатления. Если бы еще за всей его красотой был организован надлежащий уход, то поток туристов, на мой взгляд, мог бы значительно увеличиться. День подходил к концу. Посидев напоследок на берегу Сылвы, мы вернулись в хостел за вещами и снаряжением. На такси доехали до железнодорожного вокзала, откуда благополучно вернулись домой.